Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим пирог, у которого 3 названия – штирлиц, каракум и каракуль. Это очень вкусный пирог, готовится совсем просто. Нам понадобится 250 грамм размягченного масла комнатной температуры, 100 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. И просто венчиком или лопаткой все размешиваем до однородности и по одному вводим в эту массу, постоянно размешивая, 5 желтков. В этом рецепте нам понадобится 5 яиц. Я заранее разделила желтки и белки. Желтки идут в тесто. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Когда мы ввели желтки в нашу массу масляную, начинаем всыпать муку. Муки нам понадобится 400, может быть 450 грамм, зависит от влажности муки. Сначала я всыпаю половину муки и 10 грамм разрыхлителя. Лопаточкой все перемешиваю, а потом добавляю оставшуюся муку. Здесь нужно с тестом не переборщить. Нам нужно тесто мягкое, чуть липнущее, не забитое мукой. Замешиваем тесто недолго. Просто собрать его в шар. Тесто я делю на 3 части. Одна часть побольше и 2 части поменьше. В одну из небольших частей нам нужно ввести столовую ложку с горкой какао. Это примерно 10 грамм. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Большую часть мы раскладываем в пакетик и убираем в холодильник на полчаса, а 2 маленькие части, белую и коричневую, мы тоже раскладываем по пакетикам, но убираем в морозильник. Это тесто мы будем натирать на терке, поэтому оно нам нужно замерзшее. Также в этом рецепте для начинки нам понадобится стакан грецких орехов. Это примерно 100 грамм. Нужно его измельчить в крупную крошку. Можно это сделать ножом. Форма у меня 26 сантиметров в диаметре. Дно я застелила пекарской бумагой. И большую часть, которая у нас лежала в холодильнике, нам нужно распределить по дну формы ровным слоем. Я это делаю вот таким способом, нарезаю на пластинки такие толстенькие и рукой распределяю это тесто по дну формы. Мне так удобно, можно раскатать тесто, если вам так удобнее. Также для начинки нам понадобится повидло, джем. У меня сливовый джем. Он кисленький, можно взять абрикосовый, в общем, любой джем на ваш вкус. И ровным слоем распределить его по тесту. Половину орехов мы насыпаем вот на этот слой джема. Достаем шоколадное тесто из морозильника и натираем его на терке. Прямо в форме я это делаю, мне так удобно. Тесто прекрасно натирается, оно замерзшее. Распределяем ровным слоем его. 5 белков с щепоткой соли. На низких оборотах миксера взбиваем до состояния мыльной пены, после чего увеличиваем скорость миксера и постепенно, продолжая взбивать, всыпаем 100 грамм сахара. Нам нужно белки взбить до устойчивых пиков. Посмотрите, какие белки у нас получались, они клювиком свисают с венчиков миксера. Выкладываем белки ровным слоем на шоколадный слой нашего пирога. Можно не доходить до бортиков чуть-чуть, потому что при выпечке белки увеличатся в размере. Оставшиеся орехи высыпаем на белки. Достаем из морозильника оставшийся кусочек теста и на терке натираем прямо сверху на пирог. Это верхний слой, он должен быть красивым, распределяем все ровно. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будем печь пирог до румяности. В моей духовке он пекся 45 минут. Даем полностью остыть пирогу, после чего убираем форму, убираем пекарскую бумагу, выкладываем пирог на блюдо. Можно его присыпать сахарной пудрой. Мой муж, когда увидел, что я его присыпаю пудрой, назвал его седым штирлицем. И теперь мы будем разрезать наш пирог и пробовать. Режется он прекрасно. Посмотрим, что у нас в разрезе. Посмотрите, какая красота. Виден шоколадный слой, слой меренги, и низ у нас румяный, и верх румяный. Пробуем. Друзья мои, как бы ни назывался этот пирог, штирлиц, каракум, каракуль, это очень вкусный, домашний, уютный пирог. Приготовьте.